С высоты современных достижений религиозные воззрения древних египтян могут казаться примитивными фантазиями, но когда читаешь принципы Маат, невольно понимаешь, что египетская мифология – это нечто больше, чем пустое собрание сказок. Добро пожаловать на канал Ураборус. Что это за богиня и каковы были ее принципы? Дословный перевод имени Маат, правда или правосудие, это древнеегипетская богиня, дочь бога солнца Ра, олицетворяла истину, справедливость и мораль. Она символизировала божественный порядок и несменные законы вселенной. Маат определяла все, начиная от движения планет и заканчивая взаимоотношениями в обществе и семье. В изначальные времена богиня истины находилась среди людей, но греховная сущность человечества заставила ее отправиться за отцом Ра на небо. Богиня также носила титул Глаз Ра, скорее всего, потому что бог Ра следил за надлежащим исполнением законов. Маат являлась женой бога мудрости Тота. Таким образом, египтяне считали, что истина и мудрость всегда идут рядом. Маат являлась важнейшим действующим лицом загробного суда, зал, в котором, согласно верованию египтян, определялась мера грехов усопшего, назывался чертогом Маат. Суд над каждой душой проходил индивидуально. Чтобы определить дальнейшую судьбу покойного, на одну сторону весов, которую держал Анубис, галось сердце человека, а на другой перо Маат. Если из-за грехов сердце усопшего перевешивало перо богини, чудовище Амут пожирал душу человека, что символизировало окончательную смерть. Без благословения богини никто не мог оказаться в загробном мире. Принципы Маат. Данные принципы являлись этнической основой мировоззрения древних египтян. Они подчеркивали ответственность человека за свои поступки. Во многих церемониальных надписях восстановление Маат преподносится как высочайшее благо, совершенное царем. О том, что предоставляли эти принципы, можно узнать из папируса Ани, 13 век до нашей эры. В этом древнем документе собраны содержательные негативные признания, осуждающие ложь, убийство, воровство, обжорство, прелюдияние, клевету, высокомерие, нечистоту, беспричинный гнев и многое другое. Часть из этих запретов совпадает с заповедями Ветхого Завета. Человек, живущий в согласии с принципами Маат, мог надеяться на успех в земной и в загробной жизни. В одном из древних папирусов автор поощряет, говорит и делать Маат, что по сути является поощрением к добрым словам, поступкам. Главное правило – незыблемость мироустройства. Египтяне верили, что Маат – это то, без чего вселенная превратилась бы в хаос. Главной причиной смут и неурядиц в стране всегда считалось нарушение принципов данной богини. Именно из-за них она отворачивалась от правителей и от страны в целом. Правила Маат позволяли разным слоям общества жить в равновесии. Раб должен был чтить своего господина, в то время как господину следовало заботиться о слугах. В то же время вера навсегда в определенный порядок сделала египтян чрезвычайно консервативными. Как изображали богиню Маат? Наиболее распространенным являлось изображение Маат в виде женщины со страусным пером в волосах. Иногда ее образ дополнялся крыльями. Обычно богиня одета в красное или белое платье, а ее кожа имеет желтый оттенок. Часто она сидит на земле, держа в руках крест жизни, ангх или весы. На многих рисунках присутствие Маат выражается посредством ее атрибутов – пера, локтя или плоского холма со скошенной стороной. Последний атрибут нередко изображался под стопами других богов. Маат в виде локтя обозначала совесть. Классическое изображение Маат можно увидеть в гробнице Рамзеса XI. На одном из рельефов фараон преклоняется перед богиней, фигура которого гораздо больше фигуры правителя. По мнению египтологов, таким образом художник хотел подчеркнуть величие богини. Как почитали Маат? Изображение Маат можно увидеть едва ли не в каждом египетском храме, что указывает на ширину распространенность ее культа. Тем не менее, непосредственно ей были посвящены лишь несколько небольших святилищ.
К настоящему моменту обнаружены святилище Дейр-эль-Медини, а храм неподалеку от Карнаки. В древности некрополь Дейр-эль-Медины носил название Сет-Маат, что буквально переводится как «место истины». Титул «Жрец Маат» считался весьма почетным. Его носили великие визири, верховные судьи. Чтобы подчеркнуть это, сановники, когда могли, украшали свою грудь золотым образом богини. Священное насекомое богини пчела, ей также был посвящен воск. Существовали специальные ритуалы, направленные на поддержание Маат. Кроме того, считалось, что правитель поддерживает ее посредством победоносных войн, ритуалов и личного благочестия. Нет данных о существовании отдельного праздника, посвященного богине, зато многие письменные источники поощряют египтян ежедневно жить с Маат в сердце. Маат более абстрактно, чем другие боги Древнего Египта. В некотором смысле это понятие, определяющее моральные, религиозные, правовые принципы, в согласии с которыми должны были жить египтяне. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, смотрите другие ролики про Древний Египет в нашем плейлисте. Всего хорошего, пока.